Миллионер Леонардо вернулся домой без предупреждения и застыл, увидев, что горничная делает с его сыном. Мраморные полы гулко отзывались под его шагами, когда он вошел раньше обычного. Бизнесмен в белом костюме хотел провести время с младенцем Зионом. Он не сообщил о приезде, любил видеть дом живым без давления своего присутствия. Но на кухне его ждал шок. Клара, новая горничная лет 20, в бледно-лавандовой форме, с аккуратно собранными волосами, купала малыша в большом пластиковом тазике. Зион тихо смеялся, а она осторожно лила теплую воду и поддерживала его головку. Леонардо застыл, дыхание сбилось, он никогда не разрешал никому трогать сына без присмотра няни Росланд, которая была в отпуске. Гнев нарастал, но сердце смягчалось. Клара пела ту самую колыбельную, что раньше пела покойная жена Леонардо, а ее нежность и забота были искренними. Он едва помнил, как нанял ее пару недель назад. Клара аккуратно завернула Зиона в полотенце, поцеловала кудрявую головку, и малыш успокоился. Леонардо не сдержался, спросив, что происходит. Клара объяснила, у Зиона был жар, она боялась ждать и решила сама помочь, как раньше с другим ребенком-братом, которого потеряла из-за болезни. Леонардо ошарашенно слушал, гнев смешивался с тревогой. Он приказал ей собрать вещи и уйти. Клара, слезы на глазах, ушла, прижимая Зиона. В доме воцарилась тишина, которая давила на Леонардо. Он проверил видеоняню, малыш спал, но внутри все тревожило. В гостевой Клара паковала вещи, положив рядом фото брата в инвалидном кресле. Она бросила медучилище, чтобы ухаживать за ним, пока тот жил. Никому не рассказывала о своей боли, была просто горничной. Вдруг пришел дворецкий и сообщил, что ее зарплата и рекомендации будут отправлены, а она должна уйти до заката. Клара уже уходила, когда услышала плач Зиона, жар вернулся. Она бросилась к кроватке, прикоснулась к лбу малыша, почувствовав опасность. Леонардо появился в дверях. Клара рассказала о симптомах и о своем опыте ухода за больным братом. Он впервые услышал ее имя, впервые увидел ее по-настоящему. Зион хныкал, и Леонардо доверил Кларе заботу о сыне. Она дала малышу электролитный раствор, и ситуация стабилизировалась. Когда приехал врач, подтвердилось, быстрые действия Клары спасли жизнь ребенку. Леонардо долго молчал, наблюдая, как она нежно гладит Зиона. Позже он признался, что осудил ее преждевременно. Росланд скоро уходит на пенсию, и он хочет, чтобы Клара стала постоянной няней. Пообещал оплатить обучение в медучилище. Клара, сдерживая слезы, согласилась. С тех пор она стала не просто работником, а частью семьи. Леонардо изменился как отец и человек. В ее тихой силе он увидел второй шанс для сына и для себя. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.